Всех приветствую на своем канале. Сегодня свой обзор я проведу по масштабной модели донецкой фабрики игрушек, которая называется Rolls-Royce Silver Shadow и производилась данным предприятием с 80 по начало 90-х годов. Данная модель является мини-копией реального легкового автомобиля люкс-класса британской компании Rolls-Royce Limited 1965-80-х годов и есть самой массовой моделью в истории Rolls-Royce с более 29 тысячами проданными экземплярами. Презентация Rolls-Royce Silver Shadow состоялась в 1965 году. Если более ранние модели были довольно консервативными, то данная соответствовала последним тенденциям авторынка. Это была первая модель Rolls-Royce с несущим кузовом, дисковыми тормозами, независимой подвеской и регулируемым клиренсом. Советский же пластиковый ремейк был копией на металлическую итальянскую модель Maybe Toys. Исполнение донецкого Rolls-Royce было довольно простым и с каждым выпуском все постоянно ухудшалось. Как у итальянской, так и у советской копии открывающимися частями были двери и капот с багажником. Итальянский Rolls-Royce полностью соответствовал статусу копируемой модели и выполнен был качественно и детализированно. Яркие цвета, качественно хромированные детали, имитация номеров и приборной панели, а также подкрашенные поворотники и стопы – все это производит приятное впечатление от модели в целом. Что касается донецкой модели, то она имела более-менее пристойный вид лишь в ранних своих реинкарнациях. Чем позже была произведена модель, тем более убогой она становилась. Ранние предсерийные модели были с хромированным днищем на двух шурупах, с итальянскими надписями и без указания цены, с хромированными бамперами и двигателем, а также с пробитыми осями колесами. Ранние серийные модели имели днище уже черное на двух шурупах, итальянские надписи и знак Maybe Toys удалены, а вместо них появился значок донецкой фабрики и Made in USSR и без указания цены. Исполнение все еще аккуратное, на балке двигателя и на приборной панели есть надпись Rolls-Royce, колеса все еще пробиты, крепление двигателя без ушей с креплением распайка штырьков. Модели середины 80-х годов по качеству литья ухудшаются в качестве. На двигателе и на приборной панели из-за ухудшения литья надписи Rolls-Royce плохо видны или частично отсутствуют. Крепление днища уже не на шурупах, а при помощи зацепов на днище и прорези на корпусе. Днище без цены, но с надписью Made in USSR. Колеса не пробиты. На стекле внутри салона виднеется надпись А26. Модели конца 80-х годов ухудшаются в качестве. Появляется указание цены 1 рубль 30 копеек, а на двигателе и на приборной панели из-за ухудшения литья пропадают или неразборчивые надписи Rolls-Royce. Крепление двигателя с ушами с зацепом при помощи их прорезок кузова. Колеса не пробиты. Самые поздние модели конца 80-х, начала 90-х годов становятся еще более страшненькими. Колеса не пробиты, хром с деталей исчезает, цена на днище заплавляется. На многих деталях исчезают штампованные номера А26 и детализация отдельных частей автомобиля из-за брака литья стает еще более грубой и неприглядной. Коробки для этих моделей менялись в течение производства несколько раз как по дизайну, так и по качеству. Самые поздние выпускались в пакетиках с обкладышами. Цена на данную модель ввиду ее длительного срока изготовления и количества на рынке довольно небольшая и стартует от 2-3 долларов за поздние модели и как обычно на порядок дороже за модели ранее и с редкими коробками. Цена на оригинальные Maybe Toys на аукционах зафиксированы в среднем на 100-200 долларов, но как обычно за ранние модели с коробочками спрос может цену и повысить. Всем спасибо за просмотр данного видео. Надеюсь, оно вам оказалось полезным и интересным. Не забывайте жать лайк и подписываться на мой канал. Пока-пока.